Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф, в мир самых ленивых животных. Сегодня мы окунемся в удивительную животную жизнь, где лень стала привычной рутиной. Представьте себе создания, которые могут провести часы просто лежа на солнышке, не торопясь никуда. Спать почти целые сутки и даже не пытаться найти себе еду, а просто ждать, когда обед сам к ним придет. Они точно знают, как расслабиться по-настоящему. В этом видео вы узнаете, каким образом животные приспособились к своему ленивому образу жизни, и поймете, какие хитрые стратегии они используют, чтобы выжить. Так что садитесь поудобнее и давайте будем знакомиться с самыми ленивыми существами на Земле. Коала. Наверняка вам знакомо это чувство, когда после сытного обеда возникает непреодолимое желание поспать. Также и у коал. Они спят от 18 до 22 часов в сутки. В остальное время животные неспешно жуют листья и побеги ядовитого эвкалипта. Почти вся жизнь коал проходит в кронах деревьев за этими двумя занятиями. Хотя нет, они могут просто сидеть и ничего не делать в одной и той же позе. Медлительность животных связана с медленным обменом веществ и низкокалорийным рационом, ведь эвкалипт содержит мало белка и много ядовитых соединений. Эти очаровательные меховые зверьки бодрствуют не больше 2-6 часов в день, однако они на землю почти не спускаются. А зачем? Если животные спят и едят в одном месте, а влагу получают с росы листьев. Крокодил. У крокодилов довольно жуткая репутация, мол, это огромные динозавры-людоеды с ужасными и крепкими челюстями, а в реальности они просто флегматичные лежебоки. Как бы странно это ни звучало, но крокодилы очень спокойные создания. В природной среде они по несколько часов неподвижно лежат в водоеме, выставив наружу лишь глаза и ноздри. Зачем им двигаться? Плотно поев, крокодилы могут не беспокоиться о еде целый день. При необходимости способны обойтись без пищи до 1,5 лет. Большую часть жизни просто лежат на мелководье, иногда выходя на сушу погреться. Но будьте начеку, ведь даже в расслабленном состоянии аллигаторы всегда готовы к охоте. Кукушка. Знакомьтесь, это самая ленивая мать в мире. Благодаря этому титулу кукушка получила место в нашем видео, ведь по своей природе кукушка очень живая и беспокойная птица. Весь день с раннего утра и до поздней ночи она в движении, летает туда-сюда и добывает себе корм. Летает кукушка ловко и быстро, а по земле ходит медленно и с трудом. А еще ей лень выполнять материнские обязанности, поэтому она подбрасывает свои яйца в гнезда разных мелких птичек, питающихся насекомыми. Пользуясь своим внешним сходством с ястребом, кукушка распугивает хозяев гнезда и, пока те не видят, оставляет свое потомство и беззаботно улетает. Ничего не подозревающая мать будет воспитывать этих молодых кукушонков, как будто они ее собственные дети, освобождая настоящую мать от какой-либо ответственности. Австралийская ехидна. Это небольшое сумчатое наземное млекопитающее, которое ведет довольно уединенный образ жизни, а также избегает жарких солнечных лучей. Ехидна плохо приспособлена к жаре, поскольку у нее нет потовых желез, а температура ее тела очень низкая – 30-32 градуса Цельсия. При жаркой или холодной погоде она становится вялой, при сильном похолодании впадает в спячку продолжительностью до 4 месяцев. Поскольку ехидны обитают в очень жарком австралийском климате, то большую часть своей жизни проводят во сне. На охоту они выходят по ночам буквально на несколько часов, после чего направляются с добычей в тихое место, лакомятся перекусом и снова ложатся отдыхать. Да, ехидны не ленивы в привычном смысле, но они ведут ленивый образ жизни ради выживания. Черепаха. Так как у черепах дом – это их панцирь, им некуда спешить. Им не страшны хищники. Кроме того, в дикой природе у них практически нет врагов. Да и крепкий, твердый покров защищает в случае чего. А если серьезно, то причина неторопливости этих животных заключается в их замедленном метаболизме. Обменные процессы протекают в организме черепахи очень медленно. Благодаря этому они способны доживать до 200 лет. Но при этом всегда ведут себя расслабленно. Зачем куда-то торопиться, если можно жить на чиле? Но если черепаху спугнуть, то она может забыть о своей лени и начать передвигаться быстро. Ну, относительно быстро. Лев. Каким бы величественным и страшным не был бы лев, он все равно относится к семейству кошек, а коты, как мы знаем, большую часть своей жизни проводят за таким приятным занятием, как сон.
Поэтому лев гордо носит звание не только царя зверей, но и самого ленивого хищника. Если он сыт и ничто ему не мешает, то он может спать до 20 часов в сутки. Отдыхает, так сказать, с королевским размахом. Места обитания львов жаркие, а охота на крупную добычу требует тонны энергии. Иногда, чтобы подготовиться к очередной охоте, львы дремлют все 24 часа. Интересно, что добычей еды в семейной стае чаще занимаются львицы. Они же еще и заботятся о потомстве. А самец, которому удалось стать главой семейства, предпочитает лежать на солнце и беречь силы для битв с конкурентами за свое теплое местечко. Акула-нянька. Это еще один ленивый, но все же опасный хищник. Вы знали, что большинство акул постоянно находятся в движении, потому что их дыхательный аппарат требует этого. Да, и дела у них всегда есть. Они то спасаются от более крупных морских хищников, то ищут, кого бы вкусного поймать. Но акула-нянька является исключением. Этот вид может перекачивать воду через свои жабры, не двигаясь, что позволяет им проводить на дне океана более 12 часов ежедневно. Поэтому этих акул ласково называют морскими домоседами. Кормятся они ночью. Но акулам-нянькам не нужно много еды, и то, что они едят, лениво всасывается, а не добывается в процессе активного преследования добычи. Эти акулы словно роботы-пылесосы, что попадется им, пока они медленно движутся по дну, то и становится их обедом. Питон. Спать в сутки 18 часов – это чересчур? Смотря для кого. Для питона в самый раз. Огромный хищник является ночным существом. Поэтому ночью он идет на охоту, а затем находит безопасное место, чтобы отдохнуть, не подвергаясь угрозе со стороны хищников. Почему же питоны так ленивы? Дело в том, что животные едят только один раз в неделю. Чтобы переварить полностью проглоченную добычу, им требуется огромное количество энергии. И прежде чем выйти на охоту, что тоже очень энергозатратно, они могут спать в течение недели, чтобы подготовиться. А еще у них примерно раз в 4-6 недель бывает линька. На это тоже тратится энергия. А если ко всему этому добавить стресс, то питону, чтобы восстановиться, придется спать беспробудно целую неделю. Бегемот. Толстый, неповоротливый и ленивый. Так коротко можно охарактеризовать бегемота. Обыкновенные бегемоты почти все время проводят в воде, чаще всего в пресных водоемах. У них нет никаких занятий, кроме как лежать и дремать. Эти гигантские млекопитающие спят от 16 до 20 часов в сутки. Неважно где, бегемоты не привередливы. Они могут вздремнуть практически где угодно. А почему бы и нет? Бегемоты – травоядные животные. Им не нужно выслеживать и пытаться поймать добычу, чтобы не остаться голодными. Когда заходит солнце, они находят плодородный участок земли и спокойно себе кушают. Да и хищников бегемоты не боятся. Благодаря огромным размерам и мощным зубам они могут даже нильского крокодила перекусить пополам. Карликовый синеязычный сцинк. Крупная ящерица с гладким телом обитает в основном в Австралии и Океании. Это животное смело можно назвать одним из самых ленивых. Чтобы поесть, экзотические ящерицы могут просто сидеть с открытым ртом, ожидая, что еда сама попадет внутрь. А утолить жажду им помогает капли дождя. Некоторые ученые думали, что карликовые синеязычные ящерицы вымерли, но оказалось, что они просто хорошо прячутся. К тому же они редко покидают свое гнездо, а часто просто высовывают из него голову. Вырыть себе нору? Ну зачем утруждаться? В качестве убежищ ящерицы используют норы других животных, полые стволы деревьев, трещины в почве. Кстати, карликового синеязычного сцинка можно держать дома, и это будет идеальный домашний питомец для человека, которому лень ухаживать за животным. Панда. Этот вид животных находится на грани вымирания, а сами панды, кажется, ничего не делают, чтобы изменить это. Более того, они уже на весь мир прославились своей ленью в контексте продолжения рода. В какой-то момент популяция панд оказалась под угрозой просто потому, что мишки не хотели размножаться. Им была лень. Зачем напрягаться, если это время можно потратить на отдых? Черно-белые медведи спят около 12 часов в сутки с интервалом в 3 часа. У них мало силы и энергии из-за особенностей рациона. Панды любят есть бамбук, но в нем мало питательных веществ, поэтому медведи вынуждены съедать не менее 20 килограмм в день, чтобы выжить. Все это пережевывание и переваривание также сильно утомляет организм панд. Ленивец. В
Вполне логично, что ленивец – это самое ленивое животное на планете. Ни одно млекопитающееся не двигается настолько медленно, как ленивец, приблизительно 2 метра в минуту. Ленивцы спят до 20 часов в сутки. Они большую часть времени висят на деревьях, на землю спускаются редко. Ленивцы все делают медленно, даже моргают. Да что там говорить, они настолько ленивы, что на протяжении своей жизни становятся средой обитания для других животных и растений. Нередко в их шерстке поселяются различные насекомые и бабочки. Прорастают водоросли и грибы, не говоря уже о блохах и вшах. Извините за отвратительные подробности, но это факт. Однако замедленное передвижение ленивцев можно объяснить. Все из-за чрезвычайно медленного метаболизма. Это были 12 животных, которые прямо-таки служат воплощением лени. Все они сделали отдых своим образом жизни и вполне отлично себя чувствуют. Делитесь с нами в комментариях, сколько времени в сутки на отдых и сон выделяете вы, и не возникло ли у вас желания после просмотра этого видео хоть на недельку поменяться режимами с кем-то из наших героев.